Ну что ж, всех приветствую. Как вы видите, накидал наипростейшую систему для автоматизации переработки ресурсов. Точнее говоря, не переработки, а переплавки. Сейчас я ее покажу в действии. Как вы видите, уже тут новые блоки. Это вот у нас мельница водяная. Как вы уже заметили, необычное стекло, конвейерная лента. Посмотрим, как делается водяная мельница. Делается из шпинделя из сплава, который делается из слитка мельхиорового серебра, который мы получали в прошлый раз. Из него мы и сделали, соответственно, водяную мельницу. Из него же делается и каменная мельница. Каменную мельницу обозревать я не вижу смысла, но все равно покажу. Из этого же как раз и делается коробка передач, которую мы будем рассматривать позже. Также делается конвейерная лента, конвейерный пояс. Стальной шпиндель. Сталь мы уже получали. Мы берем деревянный шпиндель, окружаем его стальными слитками, получаем стальной шпиндель, из которого можно сделать множество разных предметов. Но сейчас нас интересует именно конвейерная лента. Она делается по 8 штук за раз. Теперь посмотрим, как это все работает. Система. Возьмем пыли много разной и рассмотрим каждый из вариантов, потому как здесь я собрал разные вариации, чтобы было все видно и наглядно показано. Тут я специально использовал новые блоки. Сейчас я покажу крафты ихние. Они несложные, я бы даже сказал простые. Так, ну думаю, достаточно будет. Берем один. Это у нас селенитное стекло. Оно делается из гипсового блока. Гипсовый блок добывается у нас непосредственно в океане, где у нас находится синяя руда. Сейчас я покажу, как это выглядит она и где ее можно найти, на какой глубине чаще всего оно встречается. Я как раз нахожусь неподалеку от океана, к счастью, и здесь есть большие достаточно залежи. Вот оно. Лазурит и гипс, который добывается по 4 штучки с одного блока. Насколько я помню, если я не ошибаюсь. Также частенько здесь можно встретить не только гипс, но и голубую руду, синюю, то бишь. Даже не то, что частенько, а всегда. Лазурит не часто встречается в таких местах, но встречается. Вот для примера даже. При добыче голубой руды можно получить, соответственно, синий халцедон. Давайте вернемся обратно, где мы сейчас были. Это все повыкидываем бяку. Вот они, две конвейерные ленты. Теперь сюда уложим ресурсы. К примеру, медная пыль. Это положим. Забыл включить. И вот начинается обжиг. По половинке всего кинем. Конвейерная лента, соответственно, взаимодействует с сундуками. Будь то из модов, будь то из этого мода или же оригинального, то есть Майнкрафта. И все обратно складывается. Вот они, стальные блоки. Вот она у нас начальная автоматизация. Переплавились, соответственно, не все, потому что некоторым блокам требуется куда большая температура, чем мы сейчас можем себе позволить. Это ультравысокая или преисподняя, то есть инферно или же UHT, если говорить по вот этому компасу, который нам показывает температуру. Сюда мы все остальное закинем.
Так, а у меня лава кончилась. Все. Сейчас мы заберем обратно и все сложим. Как получить UHT температуру или же преисподнюю, сейчас все это покажу. 4 серебра сюда, 4 сюда. Вот оно, наше серебро. И вот они, наши блоки. Как вы видите, по ленте едет. Здесь нагревается. Здесь остужается. Здесь подогревается. На блоке магмы. И все изумительно идет. Также конвейерную ленту немножко разрушу сейчас, чтобы взять кусочек. Поставить ее можно вот так. Ну что ты. И мы сейчас поставим печку, к примеру. Допустим, вы что-то готовите. У вас тут, пускай будет одна печка. Возьмем сундук с чем-нибудь. Сюда поставим. И конечную точку, наверное, сделаем здесь. Да, здесь. Поставим еще один сундук. И возьмем и загрузим печку. Лаву я уже оставил. Сейчас возьму снова. Возьмем стак какого-нибудь железа. Ну, пускай будет железо просто. Допустим, просто что-то переплавляете. Это, скажем так, абстрактный пример. И возьмем стак свинины. Крольчатины, там еще чего-нибудь. И положим это все. Нет, у них немножко по-другому. Да, у них другой способ приготовления. Это значит, надо нам взять, к примеру, вот тесто возьмем. И вот оно готовится. Получаем круглый хлеб, который можно размещать в качестве объекта. Shift правой кнопкой мыши. Из этого теста мы можем, соответственно, приготовить уже последующие блюда. Но это мы будем осматривать в следующих выпусках. Здесь же это было показано лишь как пример. И как пример того, что я говорил про мясо. Вот она, свинину возьмем, рыбу, сырая якитори. Возьмем кальмарчика, баранину. Заберем отсюда остатки теста и положим вот это вот все. И вот, как видите, это все готовится. Все, что из этого мода, продукты питания, они готовятся без проблем. Очистим наш инвентарь. И вернемся теперь к нашим некоторым блокам, которые у нас не переплавились. А у нас не переплавился блок из нержавеющей стали. С мельницами мы познакомились и их функционалом. Теперь познакомимся с новым блоком, который еще не видели. Где он тут? Вот он, нержавеющая сталь. Вернее, видели, но я не показывал его как таковой ближе. Теплообменник. Это из себя представляет вентилятор, 3 медных слитка, прутья и 3 стальных. Вентиляторы здесь задействованы, как вы уже видели. Возьмем одну штучку. Но он нам сейчас не нужен, поэтому его обратно выбрасываем.
Сейчас мы эту всю систему перестроим, так как я уже показал, что это все дело работает. И теперь вместо этого вентилятора замечательного я поставлю стойку огня. Где у нас стоечка? Это оставить, это выкинуть. Вот она. Ставим ее и зажигаем. Но предварительно нужно поставить теплообменник. Стоечку надо было повыше поставить. Не рассчитал немного. Вот так вот. Теперь нам нужно повернуть теплообменник. Для этого нам нужен разводной ключ и Shift правый. Он тогда разворачивает его соответственно. Нашу стойку с огнем нужно теперь зажечь. Для этого мы берем огниво или воспламенитель и поджигаем это. И вот мы получили вот так вот без труда ультравысокую температуру. Давайте же тогда сразу и займемся переплавкой блоков наших. Вот, как видите, уже пошел процесс. Вот он затух, вот он сейчас снова. Сейчас посмотрю, здесь у нас какая ультравысокая, а здесь уже нормальная. Мы возьмем конвейерную ленту и попробуем ее продлить. Вот так вот. И давайте посмотрим, что выйдет. Не в ту сторону. Теперь в ту. Здесь мы поставим сверху блоки. Здесь мы поставим сундучок. Самый простецкий. И положим один блок, к примеру. И вот он остудился. И вот он подогрелся. И вот мы получили блок нержавеющей стали. Сейчас так все остальные сложим. Чтобы нам не бегать с блоком одним и перетаскивать его туда-сюда, как показывал ранее, в воде. Вот у меня сейчас в инвентаре. Сейчас я покажу, о чем я говорил. О том, что нам придется тогда вот так делать. Главное поймать момент, иначе он будет блок отказа. Вот мы его забрали, и сейчас покажу, как выглядит блок отказа. Я специально не буду его забирать. У него, значит, не бывает блока отказа. Где у нас тут нержавеющая? Да, есть отказ. Хрупкий. Значит, я просто не дождался. Из этой нержавеющей стали, соответственно, мы можем уже создавать уже новые материалы. Давайте их осмотрим. Блок нержавеющей стали, вот они слиточки наши. И из них мы теперь можем сделать следующее. Следующее это у нас двигатель. Мы уже прогрессируем. Блок резервуарного парка. Химическая реакция. Химический реактор, извиняюсь за ошибочку. Блок асинхронного двигателя. Пресс машины. Химический реактор. Но самое главное это загрузочный бункер соединительного фильтра. Будет фильтровать топливная горелка. Тепловой уровень UHT.
которую можно получить без чего-либо. И потребляет она, соответственно, масло. Масло, которое можно получать из семян, передавливая в мельнице. Также мы можем расширить нашу мельницу до большой. Мы уже видели мельницу. Сейчас покажу, как выглядит очень большая. Она очень огромная будет. И она очень много дает нам энергии. Вот она. Наша огромная мельница. С ней переработка пойдет в гору. Ну, а на сегодня все, потому как то, что планировалось показать именно в этой серии, уже было показано, вроде бы как, если я ничего не упустил и не забыл. В следующем выпуске мы рассмотрим дальнейшую автоматизацию дальнейших предметов, как и что можно сделать, как можно автоматизировать, к примеру, процесс дробления. Процесс дробления металлов, потому как мы уже открыли достаточно много разных материалов, потому как были уже вот слитки разные, вот сейчас даже покажу, как крафт дробилки автоматической. Вот она, молотковая мельница. Следующее у нас будет молотковая мельница, так как нержавеющая сталь уже показал, как и шпиндели, как делаются. Деревянный шпиндель и 4 нержавеющих. Асинхронный двигатель — это 4 медных слитка, 2 железных прутика и 3 слитка. Получаем асинхронный двигатель, который мы уже будем использовать для молотковой мельницы в следующем выпуске. Ее покажу и объясню, какие насадки зачем нам понадобятся, а также о том, что ее можно автоматизировать. Всех благодарю за просмотр этого видео. Встретимся в следующем.